Когда меня жена спросила, это было где-то год или 1,5 года назад. В принципе, и киберспорт уже давно вперед ушел, много составов было. Я там насмотрелся там мувиков, там Дэнди смотрел. Когда мы в Китай ездили, там 3-е место заняли, то есть мне пришло на счет. Типа слово пацанам дали. Всем привет! С вами Virtus.pro, и сегодня у нас в гостях очень интересные, неожиданные для многих гости Артем и Илья. Первый медиадень у ребят. У тебя же было до этого, да? Ну, они были, но такие человые, это хардкорный какой-то. Да человеку просто надо уже за компом посидеть, отпустить Мне его. нужно давить ранки, я должен ММА рапать. Артем, ты уже 3 раза был в Virtus.pro, как игрок, как тренер, сейчас возвращаешься опять как игрок. Что изменилось в Virtus.pro за это время? Да много чего изменилось. На самом деле почти все поменялось с того момента, как я был последний раз в Virtus.pro. Ну, наверное, прежде всего руководство изменилось, и сам клуб как бы новые цвета приобрел, потому что, в принципе, и киберспорт уже давно вперед ушел, много составов было, много чего изменилось. А в тебе что изменилось? Да ничего, мне кажется. Причем у меня так уж сложилось, что и прическа, мне кажется, примерно такая же, как и когда я в Virtus.pro попал, по длине волос так уж вышло. А во мне, да просто взрослее стало, и все. В принципе, я бы не сказал, что я сильно изменился именно характером или еще чем-то. А опыт в плане игры? Ну, это и есть возраст. Общаешься с кем-нибудь из предыдущего состава, с ребятами? Да, в принципе, со всеми, можно сказать. Ну, естественно, мы все своей жизни живем, и все своими делами занимаются, да, кто-то куда-то уехал, и поэтому, ну, как бы, когда есть тема общая, естественно, мы переписываемся. А так, в принципе, я со всеми за последнее время говорил, ну, наверное, меньше всего с Лилом, потому что, опять же, меньше общих тем. Там, с Годом буквально недавно общался, с Риданом очень часто общаемся, с Обасом недавно общался. Вы до этого были знакомы с Ильей? Нет, не были знакомы. У тебя есть классная история, да, по-моему, того, что ты хотел познакомиться? Ну, то есть, но как-то интуитивно, инстинктивно у меня было 2 игрока, с которыми бы хотел поиграть. Это ФНГ Тёмыч и Санек. А давно ты хотел встретиться с ФНГ? Когда меня жена спросила, это было где-то год или 1,5 года назад. Тогда я об этом задумался. Что до этого я не задумывался, но типа я играю в доту, я хочу играть с более хорошими игроками. Ты относительно недавно в киберспорте, 3 года. Расскажи про свой путь. Ну, мой путь начинался, как у всех челов. Я там насмотрелся там мувиков, там Дэнди смотрел такой, как же он трахает. Я каждый день после школы приходил, играл 4-5 ММА. На выходных я играл по 12-15. Я смог рубить 5000 ММА планку, и там я начал дальше играть. Тогда появилась команда такая, Monkey Business, и там играл Miracle. Я когда смотрю, как Miracle просто идет за трофеем и просто вот поднимает этот кубок, я просто смотрю на него такой думаю, какой же он классный, какой же он... И я думаю про себя, а чем я хуже него? Почему я не могу достичь того же результата, что он? Стал больше апать ММРов. Я играл тогда на миду. У меня была цель апнуть 7000 ММР до конца каникул. У меня 2 недели было. И у меня там остается буквально 1-2 дня, а у меня там 6200, где-то 6300. Я такой думаю, что за фигня? И там я как-то в этот момент понял, что мид не мое, потому что я каждый раз все время проигрывал мид, а когда шел на кэрри, я выигрывал. Я такой думаю про себя, не хочу на миду, лучше буду на кэрри играть. Мне легче на кэрри апать ММР. Но я решил все-таки на кэрри играть. И в итоге за 2 дня до школы я не спал сутки, я вдавил 30-40 ММ подряд. То ли где-то 30-35, апнул себе там 600 ММР, где-то у меня было 6900. Я понял, какой же я красавчик. На следующий день я еду в школу, после школы прихожу и добиваю 7000. Долго обдумывал, рассказал своей маме свои планы, что хочу уйти из школы и полностью увлечься своей киберспортивной деятельностью, хочу стать киберспортсменом. Мама тоже долго обдумывала, потому что она всегда хотела, чтобы я хорошо учился. То есть я учился, я был хорошистом там до 6-7 класса. Я маме там все рассказал, все, что чувствую. В итоге она меня услышала, поверила мне. И она мне сказала, поставила ультиматум. Если ты до лета сможешь найти команду и получать зарплату, то ты можешь продолжать свой путь и быть кем ты сейчас являешься. Если ты не сможешь найти команду, где ты будешь получать деньги свои хоть какие-нибудь, то ты уйдешь учиться в Шарагу, получается, в ПТУ. Я сидел просто все, 15-20 абсолютно каждый день херачил до Нового года.
И у меня ММР не опался, у меня он просто стоял на месте. Я просто в нуле был, либо даже чуть-чуть в минусе. В итоге я начал там искать какие-то знакомства, хотел найти человека, с которым я бы мог разделить там свои какие-то трудности, свои эмоции. Петруччи, он тогда в Смараки сыграл. Люди, которые играют в Доту, знают, кто это. Петруччи, приветик. Пишет мне, не хочу ли я потеститься с Маракис поиграть. Я такой, блин, я же мусор, у меня там 200-250 ранг был. В итоге говорят, давай, у тебя там все получится. Я в итоге иду играть туда. У меня была там первая зарплата, 400 евро была первая зарплата. Когда мне пришли эти первые деньги, я сразу же перевел маме на карточку, чтобы такой, вот, мам, я зарабатываю, я сделал твой ультиматум, все. Она такая, сыночек, ты молодец. Получается, я с такого поколения, когда еще слово киберспорт не было настолько большим, что вот я мог родителям сказать киберспорт. Родители, знаешь, что... То есть у меня, например, в 2012 году, прости, что историю твою прервал, когда мы в Китай ездили, там 3-е место заняли, то есть мне пришло на счет, по-моему, $620, и родители тогда вообще не понимали, откуда эти деньги взять. То есть они знали, что я уехал на соревнования, но для них типа, ну что-то я там выиграл, и все, это разовая акция, такого больше никогда в жизни не будет. И вот так вот, если бы даже тогда я им сказал, это получается, я еще учился, что я не буду заканчивать учебу или не буду поступать в универ, у них бы реально истерика случилась. А через какой интервал она поняла, что мой сын занимается карьерой? Когда там новости пошли, что мы на какие-то турниры ездим, что-то выигрывать начали. Тогда, ну, то есть, у меня родители не особо интернетом пользуются, умели на тот момент, сейчас так более активно, но и то на уровне что-то найти, прочитать в Гугле они могут. И, соответственно, когда кто-то вот так вот, видимо, из моих одноклассников сказал родителям, а родители потом моей маме сказали, что там у тебя ребенок, типа, ездит на турниры и так далее, мама такая, типа, а ты там деньги, типа, выиграешь и так далее, но она никому вообще не рассказывала. Автограф дашь? Ну, у них такого нет. Для мамы это так, типа, главное, чтобы что-то было в жизни, и все. Она смотрит, следит сейчас за тобой? Может, она, если я ей скажу, что выйдет интервью, она будет в Ютубе целыми днями набирать, типа, ФНГ, искать, выйдет ли интервью, и если что-то новое выйдет, она сразу посмотрит. Слушай, а что касается Нимиги, ты там 2 года был, правильно? Вы в том году практически, там у вас был шанс попасть на Инт. В этом году, в первом сезоне, вы опустились до 2-го дивизиона. Что случилось и чего не хватило? Ну, изначально, когда мы доиграли квалу, это был мой самый лучший в жизни матч против Дахака. Эмоции, которые мы там испытывали с Стасом, я думаю, пока что мы их нигде не испытывали. И мы тогда проиграли. Я помню, ну, мне очень тяжело это далось. Я пошел плакать. Это когда прям для меня это очень тяжелый луз был. Потому что я был уверен, что мы выиграем. После того, как мы все зачилили, ну, часочек, мы все обсудили то, что давайте, ребят, продолжим дальше работать. То, что мы останемся вместе, давайте никто не будет расходиться. То есть все дали такое, ну, типа слово пацанам дали. Так получилось то, что 1-й дивизион — это не 2-й дивизион. Уровень игры там намного выше. Ну, начались у меня появление мысли о том, что я хочу уже в другую команду попасть. В итоге мы вылетаем. Очень тяжело это далось, потому что я до конца верил, что у нас все получится, мы сможем пробить этот барьер. Сыграли последнюю нашу финалку, и тогда все раздумья были. Тогда уже никто слова пацана не давал, то, что останемся. Я понял то, что большая вероятность того, что даже если я уйду из команды, то меня, скорее всего, не возьмут никуда. Либо там только 2-й дивизион позовут. Я это понимал, то, что я могу на 2-й сезон остаться без команды. Так, и как тебе сделали предложение, и как ты отреагировал? Virtus.pro заинтересовались моей кандидатурой, что меня очень сильно удивило. Тогда я ничего не испытывал, я просто понял то, что могут проблемы возникнуть с выкупом, могут не договориться, там куча всяких подводных камней могут произойти. Я не рассчитывал, что я буду играть там в Virtus.pro. Эмоционально и психологически готовлю так, чтобы может произойти худший вариант. Я нигде не буду играть, и там 1,5-2 месяца просто буду херачить паблики. Как оцениваешь себя как тренера, и почему вернулся к роли игрока? Как тренера, ну, я вообще не люблю себя оценивать, я больше люблю слушать людей, с которыми я работаю. И не все, конечно, получилось, как мне бы хотелось в составе там Virtus.pro, но, по крайней мере, фидбэк я получил в целом позитивный, но, естественно, ребята также дали фидбэк, над чем нужно поработать, или что, например, работая с предыдущими или другими тренерами, ребята хотели бы видеть во мне, но, так как сказать, тренерская карьера завершилась, поэтому это пока так осталось на полке знаний, может быть, в будущем где-то я применю.
Вернулся к роли игрока, но опять же, я просто не играл, скорее из-за какого-то ментального физического истощения. И сейчас, мне кажется, что я просто уже, как решил все свои проблемы в голове, и, мне кажется, и как раз подвернулась хорошая возможность, и то, чем я хотел проявить, то, в чем я себя хотел проявить, и так уж сложилось, что ребята из ВП обратились ко мне, и во многих аспектах мы сошлись, а дальше уже вопрос только работы самой. А как, кстати, они сделали предложение? Менеджер написал, и дальше все пошло. Это было ожидаемо для тебя или... Смотря что значит ожидаемым. Здесь вопрос проблем прошлого состава, то есть если они верили, что их можно решить, либо же у них было очень много времени, то они бы могли их, может, решить. А уже почему, что и как, это немного не об этом судить. Тут больше вопрос о том, что ты перестал играть, был в позиции тренера, и тут предложение. Ожидаемо было ли, что тебе сделают предложение именно в качестве игрока? Да не, много предложений было, даже при том, что многие игроки знали, что я, в принципе, не хочу играть этот сезон, по крайней мере, со старта и быть тренером, но было очень много предложений, люди именно, прям очень-очень настаивали, но я фактически всем отказал по факту. То есть это было не единственное предложение, которое тебе сделали? Не единственное. И ты все равно выбрал Virtus.pro? Можно и так сказать, да. Чему научился ФНГ игрок у ФНГ тренера? На самом деле ты прежде всего учишься обзору на игру с перспективы общей, более чем с перспективы позиции какого-то игрока, да, не там, капитана, пятерки или так далее. И когда ты смотришь на это дело со стороны, ты понимаешь, во-первых, важность роли тренера и какие обязанности можно как даже игроку делегировать на тренера. Если, наверное, до этого я понимал, что тренер у всех есть, и он, в принципе, полезен, но я не осознавал саму суть, что можно, как использовать максимально эффективно. И мне кажется, в этом плане у меня точно левел-ап произошел. А с точки зрения, наверное, тренера к игроку, это, у Virtus.pro есть тоже свой тренер Ахиля, и, естественно, у меня есть от него тоже ожидания или то, что я хочу, то, что я хочу, чтобы в нем было, и если этого нету, то я просто буду его форсить, чтобы он в этом плане вырос, потому что, как минимум, это мне поможет. А другие ребята там уже могут про другое, соответственно, с ним говорить. Вот к этой теме, то, что есть тренеры, у тебя тоже был опыт, и факт того, что ты драфтишь, как ты представляешь взаимодействие, потому что у вас похожие вводные функции? На самом деле, что в прошлом составе Virtus.pro, что в этом, то есть я когда шел тренировать тот состав Virtus.pro, речи о том, что я буду драфтить, не было, я не видел смысла влиять на драфт, так как, вроде ребята работали, но потом произошла такая проблема, если мы говорим про прошлый состав, то, что у них есть 3 центра мнений, но никто не может согласиться с тем, что кто-то взял на себя обязанности, как и не все игроки были готовы брать на себя эту обязанность. И получается так, что вроде бы люди делают работу, но никто не берет 100% ответственность за это. И я банально предложил, ребята с этим согласились, но при этом я не действовал как «я драфчу, вы играете», я действовал именно «парни». Я просто вас слушаю, собираю с этого картину и драфчу. Ответственность лежит вся это на мне. И где-то я справился, где-то не справился, потому что, опять же, любые навыки требуют какого-то скилла, и на все такого рода навыки влияют посторонние проблемы, которые были определенно в том составе. А в этом составе, по крайней мере, на данный момент я обычный, так сказать, участник состава в плане драфта, то есть я вношу свою лепту, но решение не за мной. А вы знакомы уже с ребятами? Мы поиграли, пару КВ, пообщались, да. А до этого? Нет, вообще ни с кем не был знаком. У вас впереди еще буткэмп. Вы прям вот-вот он начнется. Расскажи, что ты делал после инта 22 года? Может быть, у тебя были какие-то планы, и ты успел их реализовать? Потому что я знаю, что ты занимался комментированием, аналитикой. Да, я здесь ездил, получается, в аналитику на инт, и потом просто взял отпуск, съездил в Германию, съездил в Швейцарию, вернулся домой, в принципе, все. Чисто дальше отдыхал? Стримил просто 2 месяца, 3 месяца. Отдыхал? Да. Слушайте, а как думаете, какие качества вы привнесете сейчас в команду? По поводу внесения какого-то импакта в команду, то оно выглядит на самом деле достаточно банально, что есть я, который может много говорить и брать спокойно на себя обязательства. Есть реально 4 молодых задрота, которые просто сидят, и я, наверное, сейчас позор Virtus.pro, там какой-нибудь 300 плюс ранг, а у меня сидят там челики, у всех, по-моему, ни у одного нету меньше 50-го ранга, все сидят там в супертопе, и меня это, естественно, как радует, так и мотивирует. Но, естественно, все приходит к тому, насколько мы будем правильно работать, чтобы не было такого, что мы там приедем на буткемп,
кемп, кто-то хочет свое делать, кто-то хочет свое. Нет, есть действительно какой-никакой регламент именно в плане выполнения работы. То есть играть ММ, играть КВ, проводить работу командой над ошибками. И сейчас этот процесс, он по сути стоит на месте, потому что команда находится на мейджоре, и нам не с кем тренироваться. Но базовое знакомство, мне кажется, у нас прошло хорошо, и в принципе все в рамках ожидаемого и того, что, как мы там, я думаю, ребята ожидали, что мы можем привнести в команду, мы действительно это дали хотя бы на старте. А как ты оцениваешь структуру игры с точки зрения кэрри? Стабильно давал какую-то инфу, которая нужна будет, да. Это уже более детально мы будем рассматривать на буткемпе. То есть кто что должен говорить там и какую инфу давать. Я еще так понимаю, что тебя мотивирует часто такой соревновательный момент. У Squadix больше ММР, ты сейчас топишь и играешь, чтобы стать в рейтинге выше. Это так? Расскажи. Конечно. У меня так всегда. То есть я в своей команде хочу быть лучшим игроком, хочу быть лучше всех сиять. Так всегда было. То есть сейчас со Squadix будем насмерть драться в ранкедах за 30 ПТС. Что скажете фанатам, которые посмотрели это интервью? Всем любовь, всем счастья, не злитесь, не пишите гадости, пишите больше доброго, чтобы вас больше окружало хороших и добрых людей. То есть, если писать гадости, то будут плохие люди. Я это знаю. Надеюсь, мы не были скучными, или я, по крайней мере, не был скучным. И вам было это интересно смотреть. Всех любим, всех целуем. Всем бай-бай. Пока-пока. Я вижу все. Давай ты не пропускай новые видео и подписывайся на канал.